Я есмь. Тот, кто я есмь. И божественное во мне приветствует божественное в каждом из вас. Это второй эфир из серии «Лестница в небо», в котором я рассказываю о слоях сознания. И можно сказать, что сознание неделимо, само по себе является единым организмом, единым явлением. И в то же время у него есть много разных свойств и нюансов, и оно очень способно творить разнообразные узоры, если хотите. Можно сказать, слои уровня. И мне захотелось рассказать про эти слои просто потому, что иногда может быть удобнее разобраться в чем-то, когда ты начинаешь что-то пытаться разобрать, потому что когда ты смотришь на что-то как на единый организм, с одной стороны, это сразу говорит тебе о целостности этого самого явления, и с другой стороны, поскольку в этом очень много всего, то можно иногда запутаться или почувствовать что это слишком сложно. Поэтому мне захотелось сделать серию эфиров, где я разбираю разные уровни и слои сознания. И можно сказать, что основных эфиров 7, и это второй из них, и он посвящен такому явлению, как человеческие эмоции. Хотя эмоции, можно сказать, бывают не только у человека. Например, если у вас была или есть кошечка или собачка, то вы можете наблюдать, как животные тоже способны проявлять эмоции. И таким образом можно сказать, что этот слой сознания доступен не только человеку. Однако в первую очередь можно сказать, что мы исследуем себя здесь. Вот. И этот слой эмоций, он, конечно, очень насыщенный. Можно сказать, что он является центром человеческого существования, человеческой жизни или жизни именно как человека. Потому что каждый наш опыт, он, можно сказать, эмоционален или окрашен определенной эмоцией. Да, каждый человеческий опыт. Вот. И здесь очень хорошо при разборе эмоций видно, что мы можем рассматривать это как отдельный уровень или слой сознания или человека. И при этом вряд ли кто-то из вас будет спорить о том, что сами по себе эмоции, можно сказать, влияют, да, или связаны как с нашим физическим телом, например, да, те, кто неплохо разбирается в биологии, может знать, что у нас есть определенные гормоны, которые выбрасываются в кровь, когда мы проживаем какие-то эмоции положительные, как мы их называем, или отрицательные. И также, то есть связь эмоций с телом, нашим физическим телом сложно отрицать. И с другой стороны, можно сказать, что наши эмоции как будто бы проявляются не просто так, то есть они часто очень связаны с какими-то мыслями. Такая фраза как-то мне запомнилась, то ли из какого-то поста, то ли из разговора на улице, или со мной лично кто-то делился. Такая фраза, например, как «я решила обидеться».
очень интересная фраза, которая показывает, во-первых, связь эмоций с мыслями. И, во-вторых, это показывает то, что наши эмоции, они, как минимум, часто бывает, а может быть и всегда так бывает, что они бывают в некотором смысле достаточно искусственными. То есть мы своим умом решаем, что нам хотелось бы, что нам не хотелось бы, как с нами можно поступать, как с нами нельзя поступать. И на основе того, как ситуация нам показывает, мы уже решаем, будем ли мы испытывать определенную эмоцию, можно сказать. То есть, если говорить о том, что как я бы описал эмоции, я бы назвал их, можно сказать, запрограммированные реакции, да? Можно сказать, чем-то вроде пародии на истинные чувства. Потому что мы, как душа, способны испытывать истинные чувства. Они невероятно глубокие, они очень объемные, как бы захватывающие все наше существо. Действительно истинные чувства. И об этом более подробно я собираюсь говорить на 5-й по счету встрече, которая уже посвящена природе души на самом деле. Вот. А первые 3 встречи, 2-я из которых сейчас происходит, на них я рассказываю, приветствую, о именно человеческом уровне. 1-е – тело, 2-е – эмоции и 3-е – мысли. И вот эмоции – это как бы связующее звено между этими 3, то есть они как бы отдельны, но на самом деле они очень конкретно встроены в нашего с вами человека. Вот. Что можно сказать им об эмоциях? Я думаю, что вы сами можете сказать, что в этом деле в своем роде эксперт. Эмоции бывают положительные, отрицательные, настроение бывает хорошее, плохое. Но здесь, опять же, я предложил бы повнимательнее посмотреть на это явление. И, если говорить о том, что вот тело, да, наше тело, в котором мы проживаем эту жизнь, которая позволяет нам вообще в этом физическом мире как-то проявляться, коммуницировать с другими людьми, заниматься всеми вот этими прекрасными вещами. Вот, когда мы действительно много за ним наблюдаем, мы как будто понимаем, что это наш вроде как скафандр. Да, я об этом неделю назад достаточно много говорил. Вот, надеюсь, кто-то за эту неделю попробовал за этим понаблюдать. Вот, и что-то тоже для себя вынес из этого. И то, что я на самом деле не мое физическое тело, с одной стороны, это как бы сложно признать, потому что мы так привыкли постоянно через это физическое тело все проживать. У нас есть физические чувства, зрение, слух, осязание и так далее, и так далее. И мы так привыкли, что вот оно у нас есть, и мы вроде это оно и есть, мы смотрим на себя в зеркало, как я сегодня выгляжу и так далее, вместо того, чтобы говорить, как мое тело сегодня выглядит, да, потому что я это что-то более глубокое, что-то более внутри. Но мы привыкли уже себя ассоциировать с телом. И, конечно, ассоциировать себя с телом – это очень такой конкретный шаг, но добро пожаловать на следующий уровень, на следующую ступеньку эмоций, да. То есть, если тело, это можно сказать, как то, что принадлежит внешнему миру, а мы что-то более внутреннее, как бы, как сознание, да, как душа, как дух, что угодно, то если тело, тело это не я, предположим, вроде как что-то, оно чересчур как скафандр работает, все оно вот на механизмах, я захотел подвинуть рукой, он сразу подвинулось и так далее. То есть, понятно, что какая-то очень хорошая биологическая машина, прекрасно работающая, замечательная, да, но все-таки как будто бы это то, что мне служит, но это не совсем как бы моя суть, да. То есть, поскольку оно во внешнем мире как бы действует, то про тело это, относительно несложно заявить, увидеть это
касаемо физического тела именно, да. Но если говорить о таком явлении, как человеческие эмоции, может показаться, ну вот он, я-то как раз и есть. То есть это не то, что снаружи, да, как тело, а то, что внутри. Это эмоции, да, и опять же, каждый делает для себя вывод, являетесь ли вы своими эмоциями или нет. Но все, что я могу предложить, это я могу предложить понаблюдать за этим явлением, таким явлением, как человеческие эмоции. Какие у нас бывают эмоции? Хорошие, плохие. Что происходит перед тем, как мы испытали какую-то эмоцию? Нас кто-то спровоцировал, так сказать, и мы могли спровоцироваться, могли не спровоцироваться. То есть всегда у нас есть выбор, выдаем ли мы реакцию или нет. Конечно, здесь очень много можно будет еще сказать о таком явлении, как принятие своих эмоций и подавление эмоций. То есть мы можем, эмоция у нас внутри родилась, но мы можем сделать выбор сознательный с помощью нашего прекрасного ума, проявлять эту эмоцию вовне, показывать это ярко, отыгрывать это с помощью нашего прекрасного персонажа. Или же спрятать где-то глубоко внутри. Да, у нас эта эмоция есть, но то ли потому, что так не принято кричать на весь автобус, когда, например, что-то нам не понравилось очень в какой-то момент. И мы можем выбрать эту эмоцию либо проявить, либо как бы подавить, то есть сделать вид, что ничего не было, и тогда эта эмоция прекрасным образом отправляется в наше физическое тело, потому что она родилась, но мы ее не выразили. И она как бы застревает, можно так сказать, в нашем физическом теле на какое-то время. И, ну, я, например, какое-то время в этой жизни занимался массажем и сам ходил на сеансы массажа, когда мне делали массаж. И тоже сам делал массаж. Очень интересно, когда вот какие-то мышцы, например, разминаются в теле, и человек, или я, или тот, кому я, например, делал массаж, у него могли всплывать какие-то образы, какие-то ситуации, может быть, даже из детства. То есть, как это все интересно работает у нас. Если эмоция родилась, мы ее могли проявить или не проявить. Если мы ее проявили, она протекла, ну, мы можем себя почувствовать немножечко, как бы, либо наполнены, либо истощенными, в зависимости от того, как это проявлялось. Или она могла быть не проявлена. Да? И ну, контроль эмоций – это очень такое качество, которое, как бы это сказать, распространено в нашем мире, как людей. Я не говорю, хорошо это или плохо. Ну, на самом деле здесь то же самое явление. То есть, если мы сделаем вид, что ничего не было, это не значит, что это пропадет. И это, ну, как будто мы за счет этого еще глубже как бы запихаем в себя вот этот вот какое-то, может быть, недовольство или негатив, или наоборот что-то, какую-то радость, которую мы почему-то решили, что мы не позволяем себе проявить, то есть в той или иной ситуации. То есть, опять, вот этот вот метод подавления, да, который достаточно распространен, он как будто бы не решает здесь проблему, а как будто еще глубже закапывает от нас нашу часть, потому что эмоциональный мир, да, можно по аналогии сказать, как физическое тело в физическом мире и эмоциональное тело как в эмоциональном мире. Это, ну, можно сказать, в некотором смысле часть нас, да, и мы эту часть нас как минимум ее полезно изучить. Хотя бы для себя, хотя бы, чтобы лучше понимать себя, кто мы. Например, такое явление, как психология, достаточно плотно занимается вот, миром, в частности, эмоциональным. Конечно, там ментальный тоже уровень есть, безусловно. Вот. Таким образом, эмоцию мы можем проявлять, можем не проявлять, но если мы ее не проявляем и подавляем, мы как будто бы не решаем проблему, то есть мы ее просто как бы запихиваем, да, ну то есть если какая-то появляется проблема, грубо говоря, можно ее решить, можно сделать вид, что ее нету, да, и как будто бы ее вроде как нету, но на самом деле она уходит куда-то в физическое тело оседает, или, можно сказать, куда-то оседает в подсознание, да, если говорить такими терминами. То есть мы ее просто перестаем замечать, но это не значит, что она нас перестает беспокоить, и она нас может напоминать через какое-то время какими-то заболеваниями в той или иной форме. Это может быть легкие, например, простудные заболевания, или когда человек, например, привык
какие-то эмоции не выражать очень долго и конкретно, и последовательно, то это может приводить к каким-то хроническим и достаточно тяжелым заболеваниям. Поэтому, если говорить о том, имеет смысл скорее подавлять эмоции или хотя бы их принимать, то, конечно, мне ближе второй вариант принятия, просто потому что мы как бы подавлением как бы забаррикадируем в себе вот это вот какую-то часть нас, и пускай она не такая, как бы это сказать, чистая, яркая и полная, как наши истинные чувства, и все же она, ну, определенным образом тоже является в некотором смысле нами, частью нашего внутреннего мира, можно сказать. Вообще эмоциональный мир, ну, я уже сказал о том, что вот человеческий опыт, он по сути своей эмоциональный, то есть центр человеческого опыта – это эмоция. Мы просыпаемся с утра, какая погода, классная или отстойная, тучи или солнце, и как мы себя чувствуем, какое у нас настроение, то есть сразу вот весь наш опыт, можно сказать, с самого утра до самого вечера может проживаться постоянно окрашенным той или иной эмоциональной краской, можно сказать, да, тем или иным состоянием. Вот, поэтому можно сказать, что эмоции – это как бы центр человеческого существования. Вот, и как минимум очень полезно знать свои эмоции, свои эмоциональные реакции, свою вот эту вот огромную сферу себя, которую мы, как это сказать, мы привыкли к ней, но опять же, как и с телом, о котором я говорил неделю назад, мы как очень часто на автопилоте здесь поступаем, мы привыкли, да, нас что-то может беспокоить, мы привыкли от этого отмахиваться иногда надо там, например, накричать или что-то. Ну, каждый привык справляться со своими эмоциями по-своему. Это очень большая тема, для каждого очень индивидуальная. Вот, и на самом деле я предлагаю просто посмотреть внимательно на вот свои эмоции, на свои эмоциональные реакции, как они возникают. Например, человек садится в автобус, и ему наступают на ногу. Что он сделает при этом? У него возникает эмоция недовольства, потому что как это? На меня наступили, на мою ногу наступили. Мы даже иногда забываем, что тело это не мы, да, то есть у нас иногда нам кажется, что физическое тело это прям мы есть, вот, и на меня наступили, понимаете? Это недопустимо. И дальше может быть как раз два варианта. Либо мы человеку показываем взглядом или словом, что мы недовольны, либо мы это прячем и как-то пытаемся вежливо, аккуратно отойти в стороночку, держа в себе определенное недовольство. И опять же, мы можем испытывать какую-то эмоцию, мы можем ее не испытывать. То есть выбор, даже когда уже мы пришли в определенную ситуацию и какой-то как бы триггер, да, нажали на определенную кнопку, вот у каждого свои какие-то определенные кнопки, и ну, я бы предложил вам поизучать, у кого какие есть кнопки, что вам кажется либо недопустимым, либо наоборот, что вам кажется очень прикольным, забавным, да, например, стендап-комедия или другой тип юмора, что вас смешит, что вам наоборот не нравится и так далее. То есть вы можете посмотреть на это, приветствую, можете посмотреть на это поглубже и поизучать вот это вот свои реакции. Вот мне надавили на какую-то кнопочку, а я пам, и выдал. Или пам, не выдал, но где-то внутри у меня что-то там варится, крутится. Это очень интересная вообще сфера исследования, да, в человеческом плане. Но если вы действительно достаточно долго поисследуйте вот эту тему, я могу поделиться своим опытом, и не обязательно для каждого он будет какой-то такой же, да, то есть у каждого свой опыт, на самом деле, все, что я могу предложить, здесь просто поисследовать каждому. Что на самом деле ну, в какой-то момент становится понятно, что вот эмоциональная реакция, она очень такая, очень, ну правда, запрограммированная, она очень
поверхностное. То есть, когда вы входите глубже в свои истинные чувства, когда вы начинаете просто проживать вот какую-то неописуемую гамму вообще и восторг всего, чем вы на самом деле являетесь, вот классические человеческие эмоции для вас вот как фантик от конфеты. То есть он какой-то пустой, он какой-то... Если именно сравнивать, да, вот эти явления, такие как истинные чувства и человеческие эмоции, то есть он очень, как будто вот мелкое немножечко получается. И опять же, у каждого свои какие-то проживания, у каждого свои опыты, и все, чем я могу делать, это делиться своим собственным опытом и какими-то наблюдениями. Вот. И для меня вот это, можно сказать, обстоит таким образом, то есть вот эти вот кнопки, они как будто бы, это такие, как будто они разводят нас по мелочи на то, чтобы расплескать, вот, грубо говоря, себя. То есть пока мы ведемся на каждую провокацию, которая летит в нашу сторону, в ту или иную, мы как будто себя расплескиваем, и вот это вот внутреннее, очень глубокое, очень огромное, безграничное вот это существо, можно сказать, существо света или существо сознания, оно как будто бы вот разменивается по мелочам на какие-то очень понятные, но при этом очень автоматические на самом деле реакции. И вот я очень настоятельно предлагаю вам понаблюдать за собой и за своими реакциями, что вас выводит. Вы можете просто сесть и вспомнить, какие ситуации меня бесят, что меня раздражает, почему меня раздражает. Потому что на самом деле, что как бы раздражение – это эмоция, да, в которой мы вкладываем определенную часть себя, можно сказать, своей энергии или своего сознания, и проигрываем вот этот вот какой-то сценарий. Да? Что мы на самом деле обороняем своими вот этими прекрасными эмоциями, которые как негативные мы можем выражать? Или что мы, так сказать, бережно оберегаем, подпитывая положительными эмоциями своими. И каждый может найти ответ на этот вопрос, и у каждого он может быть своим. И если бы меня спросили этот вопрос, я бы сказал, что очень часто мы оберегаем свою собственную личность или свое представление о себе такими, как мы о себе думаем. И если нам сделали что-то, что нам понравилось, что нам нравится, нужно этого прекрасного человека одарить лайком, подпиской, улыбкой, обнятием и чем-то таким. И наоборот, если человек сделал что-то по нашему убеждению недопустимое, как с нами нельзя, тут же надо ему сказать, как он не прав, и вообще, что так с нами поступать нельзя, и так далее, и тому подобное. То есть у нас есть очень четкий механизм регулировки, там, кнут и пряник или как угодно. И мы можем выдавать тем, кто нас нажал на кнопку с положительной нашей эмоцией, мы говорим: ох, красавчик, молодец, здорово. А тем, кто нажал на нашу кнопку с отрицательной эмоцией, мы говорим: ай-яй-яй, так нельзя, иди в угол постой, или больше не звони мне, или что-то такое. Вот. Но при этом мы забываем, что на самом деле разделения это нету. И каждый из этих приходящих – это на самом деле мы. И в каждом из этих приходящих, который у нашего как бы человеческого вот этого пупсика, в которого мы играем из недельного, неделю назад я об этом говорил, про то, что тело – это, можно сказать, как пупсик, куколка, которую мы как сознание играем. Вот, кто-то, кто принес нашей куколке какую-то положительную эмоцию, это что-то для нас несет, да? И тот, кто пришел и как бы попытался вызвать отрицательную эмоцию, да, на самом деле в глубине своей это мы себе что-то пытаемся показать и принести. И, действительно, человеческие отношения – это огромная сфера жизни, и можно сказать, что вся жизнь человека практически, она про отношения друг с другом, потому что мы постоянно сталкиваемся, мы приходим в магазин, мы видим там продавщицу, мы приходим домой, мы видим кого-то из родных родственников, если мы не живем одни, все равно мы постоянно, сюжет – это взаимодействие, общение. И в этом плане
эмоциональная история, это очень во многом про общение, да, то есть как бы циферка 2 здесь, второй слой, то есть про наше взаимодействие. Но на самом деле мы забываем очень часто, что это взаимодействие не с кем-то другим, а с самими собой. И тот, кто нам приходит что-то показать, это на самом деле мы себе приходим что-то помочь увидеть то, что мы по какой-то причине до этого могли не видеть. И если мы потихонечку начинаем преобразовывать свое понимание, восприятие из простой реакции, вот на кнопку нам нажали, мы сказали там: «О, здорово, круто», там, на другую кнопку нажали, пошел ты, на 3 буквы, до свидания. Вот когда мы перестаем вот эти реакции простые, запрограммированные, отыгрывать, когда мы понимаем, что когда мы их отыгрываем, мы как будто биоробот действуем на самом деле. То есть все, у нас ум что-то там решил, все, там, ты классный, там, тебе до свидания. Как только мы понимаем, что мы, когда мы действуем, как будто бы вот на поводу, иногда говорят, у своих эмоций, как только мы понимаем, что это все как бы автоматические реакции, мы уже понимаем, блин, а где же я-то на самом деле? Где же вот оно, мое внутреннее истинное, то, чем я на самом деле являюсь? Не вот эти вот все, ну, практически как у роботов запрограммированные реакции, а что-то человеческое, что-то душевное, что-то, что на самом деле я, да? И здесь очень тонкий момент заключается в том, что можно имитировать это более глубокое понимание таким образом, что нас это задевает, но мы делаем вид, что это не задело, и очень вежливо игнорируем этот импульс и говорим: да. И если вот у нас, как понять, грубо говоря, действительно мы смогли более глубже в себя погрузиться, чтобы не нажимать, ну, не вестись на провокацию, грубо говоря, той и положительной или отрицательной как бы эмоции, которая вызывается чем-то или кем-то. Или мы просто как бы притворяемся тем, что мы все такие возвышенные и уже вышли за пределы своих эмоций. Можно сказать, что остался или не остался у нас осадок после какой-то ситуации, это очень хороший, как бы сказать, фактор или индикатор того, действительно ли мы смогли на более глубоком уровне ну, увидеть эту ситуацию или прожить эту ситуацию. Потому что мы очень хорошо за много-много воплощений научились здесь контролировать свои эмоциональные реакции и проявления. Потому что мы знаем, как в обществе принято, как в обществе не принято. Поэтому мы очень хорошо можем делать keep smiling, как говорят в Америке, то есть продолжать улыбаться, даже несмотря на то, что у нас внутри могут, как говорят, кошки скрести. Песня вспоминается, та, кто идет по жизни смеясь, или что-то такое. Когда человек отыгрывает прекрасно роль днем, а ночью встречается со своими истинными эмоциями, и у нее их столько накопилось. Вот этого негатива, она так устала играть эту роль. И получается, что мы можем быть честными или не совсем честными с собой, и здесь только мы на самом деле знаем, честны мы с собой или нет. Только мы знаем, насколько мы действительно в контакте со своей эмоциональной частью, со своей эмоциональной сферой. То есть здесь очень важно быть честным, то есть позволять себе проявлять эмоции. Есть такая популярная достаточно техника, как эмоциональный интеллект, психологическая такая. То есть просто принимать свои эмоции, все эмоции, которые бы ни были. Потому что нас учили, что это недопустимо, так нельзя, вот это не то, будь хорошим мальчиком, будь хорошей девочкой. Нас постоянно учили из садика в школу, в институт, на работу, где угодно. Мы постоянно научены быть хорошими людьми. И это значит, что мы принимаем свою одну часть, а вторую часть совершенно не принимаем. В итоге это колоссальный дисбаланс, перекос, и говорить о каком-то там более глубоком познании себя, пока вот эти вот вещи у нас очень сильно хромают.
может и не приходится, потому что это нам постоянно будет мешать, это нас постоянно будет отвлекать на это. Поэтому на самом деле очень важная вещь, которая нам поможет увидеть наши эмоции в чистом виде, да, в чистом свете, или такими, какими они являются на самом деле, это увидеть, как хорошо мы умеем эти эмоции подавлять, то есть не проявлять их вовне, потому что нас научили этого не делать. И, соответственно, принимать все эти эмоции. То есть, если что-то подавлено, ты просто смотришь, вот почему мне кажется, что это неправильно. Потому что так не принято. Кем не принято? Почему не принято? Если я как творец своей реальности, значит, все во мне, можно сказать, прекрасно. Потому что на самом деле это действительно так, просто мы привыкли делить черное, белое, плохое, хорошее. Вот в этой вот системе двойственности, да, что называется, мы привыкли существовать и жить, и мы... я чуть позже расскажу один нюанс по поводу, почему этот вот такой вот двойственный механизм нам в некотором смысле служит, да, и мы им пользуемся так хорошо, и так успешно, и так в больших количествах. Вот. Но если говорить о том, что в принципе наше взаимодействие с нашей эмоциональной сферой, с нашей эмоциональной частью, то есть первое, что мы должны делать, это принимать все наши эмоции. Да, то есть у нас есть один из моментов, который у нас может быть. Мы как люди, мы хотим чего-то, да, у нас есть какие-то желания, и если... Одна из тем сегодняшнего эфира – это наше желание. И если мы что-то получаем, наше желание, да, хотел ребенок игрушку, получил ребенок игрушку, и мы нажали на кнопку плюс, эмоцию, да, он говорит: ой, спасибо, мама, спасибо, папа, бабушка, кто бы ни был, да, как здорово, классно, да, в той или иной степени. Если у него есть это желание, и он это желание не исполняется, там что-то не приготовили, ну или в данном примере не купили эту игрушку. По какой-то причине. Либо не было денег, либо плохо себя вел, по мнению родителей, либо что-то еще, то нажимается кнопочка минус, негативная, и ребенок может скатить истерику, может быть хмурым, может всячески показывать то, что ему не понравилось, и вообще так с ним нельзя поступать, надо игрушки-то покупать, потому что ребенка же любить надо. Вот, соответственно, ему надо игрушки покупать эти. И пример простой и о ребенке, в общем-то, но на самом деле мы как невыросшие дети очень часто, потому что мы растем, как бы детям дарили игрушечные машинки, взрослые покупают себе большие машинки, значит, дети хотели себе маленьких кукол, взрослые себе, некоторые коллекционируют больших куколок. В этом нет ничего ни плохого, ни хорошего, просто я говорю о том, что такой, в общем-то, простой пример с ребенком, казалось бы. Причем здесь я? Это же какие-то дети. На самом деле все прекрасным образом работает и у взрослых людей, да, и есть какие-то определенные желания, которые, если они выполняются, мы радуемся, испытываем положительные эмоции, и если какие-то желания не выполняются, мы грустим, обижаемся, расстраиваемся и испытываем какие-то отрицательные эмоции. И здесь это большая тема, связанная с желаниями, которая является одним из тоже важных составляющих человеческого опыта. Вот неделю назад мы говорили о страхах, например, страхе смерти, да? А здесь мы больше можем поговорить о желаниях, которые как раз очень часто, как бы это сказать, запускают вот эти вот механизмы нажатия на кнопку плюс, положительная эмоция, чтобы испытать, или кнопку минус. Что-то нам понравилось или что-то не понравилось, например. Мы что-то захотели и получили, соответственно. Говорим: о, круто. Не получили, говорим: о, не круто. И у нас есть базовое убеждение, что нам что-то надо. Потому что если нам в целом ничего особо не надо, ну, понятно, что есть какие-то базовые потребности, типа поспать, типа поесть, и, в общем-то, на самом деле, ну, в туалет сходить, соответственно, если поесть, мы сказали, да. То есть у нашего физического тела есть какие-то базовые потребности, ну, можно сказать, тела и ума, потому что, например, во сне часто отдыхает тело, но в том числе и ум, потому что ум постоянно как бы в мыслях каких-то в своих, об уме через неделю планирую поговорить. Вот, соответственно, у нас что происходит? У нас происходит то, что мы постоянно о чем-то думаем, да?
только не замечаем об этом. Постоянно подобно тому, как у нас есть тело, и мы не замечаем, как будто что оно у нас есть, что это не мы, а это оно у нас. Подобно тому, что мы постоянно катаемся на этих прекрасных горках эмоций, либо мне круто, либо о, как плохо. У нас еще есть и мысли, и мы постоянно эти мысли думаем и не замечаем об этом. Но про это я бы хотел поговорить больше через неделю. А сегодня мне больше хотелось бы поговорить именно про эмоции, да, и про желание, как то, что эти эмоции, как бы можно сказать, запускает. Один из механизмов запускающих. То есть у нас есть желание, то есть сначала нам что-то захотелось. У нас появилось какое-то желание. Одно дело это желание, например, поесть или поспать, вполне естественное. Другое какое-то более уже, как это сказать, сложное желание. Например, машину, квартиру, девушку, молодого человека или что-то такое. У нас есть желание, и на это желание может что-то прийти, а может, соответственно, не прийти. И у нас есть такой элемент, конечно, как воля, когда мы можем выстроить таким образом, что у нас есть вот желание, и оно преобразуется в цель. Ну, то, что касается сил воли и воли, это на самом деле тоже больше уже к третьему уровню сознания. То есть, можно сказать, у нас есть мозг, который, вот, грубо говоря, является нашим центральным процессором в этом прекрасном биокомпьютере, называемом человеческим телом. Вот, и он уже там, как этот искусственный интеллект или как обычный интеллект выстраивает нам дорожку. Так, чтобы мне там познакомиться с человеком, мне нужно там заработать денег, чтобы пригласить, например, девушку в кафе, да, или вот куда-то съездить там на какую-то тусовку, на дискотеку, чтобы, возможно, познакомиться с каким-то молодым человеком. Но там хорошо бы выпить коктейль другой, потому что, ну, и для этого у меня должны быть какие-то деньги, либо там у мамы попросить, либо где-то подзаработать. Короче говоря, уже стратегии выполняются. Ну и опять же, все-таки это уже чуть-чуть про следующий уровень. Ну, опять же, я говорю, что поскольку все взаимосвязано, и вообще разделение это иллюзия просто конкретная, то, конечно, вот выделять какое-то одно явление и не рассматривать при этом другие, может быть достаточно сложновато. Ну, я это пытаюсь сделать здесь, чтобы пристально увидеть какую-то вещь. Но, грубо говоря, достаточно у многих из нас базовые потребности и желания выполняются. То есть у нас есть что покушать, у нас есть где поспать. И, в принципе, на этом мы можем быть довольны, и мы можем просто наслаждаться жизнью. Но есть какие-то более сложные желания, и они уже могут требовать от нас, требовать, интересное слово, да, в контексте желаний, каких-то больших усилий, например, пойти на более хорошую работу, заработать больше денег, чтобы красиво одеться, потому что в рекламе, когда вот красиво одевается человек, на него сразу девчонки виснут. Как бы сразу все, пошел уже причинно-следственная связь, цепочка, и мы побежали, как белочки, зарабатывать денежку. Потому что в рекламе же не врут, правда? Вот, соответственно, получается так, что вот этот вот импульс, как бы желание человеческого, мы на него можем, грубо говоря, точно так же, как на провокации эмоций, либо вестись, говорить: о, да, точно, нужно с кем-то пойти познакомиться. Или, а нафига мне вообще с кем-то знакомиться, я и так, грубо говоря, красавчик, или прекрасно себя чувствую в своем гордом одиночестве. Вот, и на самом деле очень-очень много можно говорить, и это очень объемная тема. И на самом деле, вот, если говорить об эмоциях, то это на самом деле, как бы это сказать, ну, одно из базовых желаний, да, которых в нас встроено как в биологические существа. Человек – это биологический вид, с некоторой точки зрения. На самом деле он гораздо больше, такое явление, как человек, гораздо больше, чем человеческий вид. Но если говорить об уровне эмоций, например, эмоции испытывают те же самые животные и даже растения. Вы можете удивляться или смеяться, но было замерено электрические импульсы в растениях, и в деревьях, например, в лесу. И когда туда приходит дровосек с намерением срубить дров, чтобы, так сказать, затопить печку, замеряется, что в деревьях или, растения, фактически растительный мир, некоторый импульс считывается, как будто они волнуются. То есть у них некоторые колебания и волнения, как будто они чувствуют намерение вот этого дровосека, который пришел срубить дерево.
удивительно, но даже у таких примитивных, казалось бы, живых существ и организмов, как растения, тоже, можно сказать, есть некоторые, ну, аналог, можно сказать, эмоций человеческих. То есть им может что-то нравится или что-то не нравится, в зависимости от того, что они в своей реальности, можно сказать, проживают. Ну, это мы чуть-чуть отдалились. Вот. Но это все к тому, что эмоции – это очень такой, можно сказать, как биологический механизм, да, который позволяет нам проживать эту жизнь. И здесь больше, наверное, я имею в виду желание. То есть у нас есть базовые желания, базовые потребности человеческие, поесть, поспать. Это на самом деле инстинкт выживания. Если говорить вот с точки зрения биологии максимально вот про физику, то это инстинкт выживания. Инстинкт самосохранения. То, что любая кошечка и собачка, если она видит какую-то опасность, она может либо готова, соответственно, как-то не дать себя в обиду, либо мотать. Бей-беги, как бы базовые инстинкты, рефлексы, выживания. И второй базовый инстинкт, рефлекс, это продолжение рода. Ну, вместе включено значит, с заботой, соответственно, о потомстве, да, и, соответственно, с поиском партнера, если речь идет о размножении, потому что у некоторых биологических видов, например, они там сами с собой, да, или как-то там у них не так все сложно в этом плане, как у людей, например, или тех же кошечек, собачек. Да, то есть есть базовые инстинкты, и они, надо понимать их, надо их просто видеть и понимать, вот, видеть их такими, какими они являются. То есть, если бы в биологическом виде не было бы запрограммировано, что он должен выжить, он, очень возможно, нифига бы не выжил. Да? То есть, эта программа служит тому, чтобы все нахрен, грубо говоря, не вымерли. Да? Поэтому инстинкт сохранения, он не плохой, не хороший, он оправдан определенными обстоятельствами, грубо говоря, что этому телу нужна и еда ему нужна, и сон ему нужен, еще температуру комфортно поддерживать. В общем, тело, можно сказать, как элемент биологического организма, оно достаточно требовательно в некотором смысле, но на самом деле у большинства, ну, можно сказать, у большей части людей, наверное, на планете сейчас, прям самые максимальные базовые вот эти вот желания, да, или потребности, они удовлетворяются, да, но это базовый уровень. Ну, если говорить о выживании, то следующий уровень этого же инстинкта – это еще и комфорт. Ну, хорошо было бы не только, чтобы я тупо выжил, а еще, чтобы мне было комфортно. Вот, и с этим связаны могут быть некоторые желания, да, как животных, например, существ, да, так и человеческие. И, соответственно, другое желание – это инстинкт продолжения рода. И нужно тоже понимать очень конкретно. Мы можем сколько угодно говорить, блин, что за фигня это? Мне это не нравится. Это может нравиться, может не нравиться, но если вы посмотрите на это как на то, чем это является, то есть это является программой, благодаря которой, возможно, в том числе наш человеческий вид все еще на этой планете присутствует как вид. Потому что если бы этой программы по продолжению рода не существовало бы, ребят, кто знает, сколько бы поколений, условно говоря, от Адама, да, прошло бы, пока мы все бы не перемерли. Потому что один организм, да, будь это животный организм или человеческий организм, у него есть определенный срок службы. По крайней мере, на данный момент это так. Возможно, мы когда-нибудь всяких металлических протезов все насуем, мы будем практически бессмертны в одном теле. Не знаю, кого это вдохновляет. Вот, но так или иначе, пока что мы имеем, что у нашего биологического вот этого организма есть определенный, условно говоря, срок службы. Как душа, как сознание, которым мы на самом деле являемся. Мы просто надели костюмчик, прожили, отыграли интересный, классный опыт, тело, грубо говоря, в гробе, душа домой дальше. И потом она выбирает новое тело, и игра продолжается для нее. То есть с душой все нормально, все в порядке. А вот с точки зрения биологических организмов, если это тело предка, грубо говоря, не передаст, не продолжит свою генетическую линию, а эта генетическая линия прервется, он вымрет. И если все вот эти вот потомки, условно говоря, первого человека, если мы так смотрим, можно сказать, что какое-то количество раз было, да, так или иначе, это сейчас нюансы, неважно, если бы этого инстинкта продолжения рода не было,
мы бы с вами здесь сейчас не сидели и не говорили. То есть надо увидеть вот этот элемент, вот эту вот природу вот этих вот инстинктов базовых, да, выживания и продолжения рода. И видеть их такими, какими они есть. То есть это механизмы базовые, которые в нас, в том числе в нас, как в людях, как в биологическом виде человек, заложены, чтобы мы, во-первых, прожили достаточно не короткую жизнь, чтобы мы успели как-то здесь поразвлекаться хотя бы в этом теле прекрасном, которое так сложно и так стройно и так классно сделано, да, то есть какое-то время хотя бы мы тут пооставались, что мы, знаешь, забыл, просто в окно случайно вышел, потому что забыл, что есть такой инстинкт самосохранения. И все. И опять надо душу в нового пупсика, опять вот это рождение, ходить, там родителей напрягать. Зачем? Можно просто встроить очень конкретный инстинкт, который будет нам помогать, чтобы мы подольше здесь, грубо говоря, задерживались в этом одном теле и что-то успели для себя осознать, понять, кроме, ну, насладиться, в принципе, этим прекрасным опытом. То есть, на самом деле, мы пришли сюда наслаждаться жизнью. Может удивительно звучать для некоторых, потому что как будто люди так привыкли страдать, что как будто других вариантов нет. Нет, мы пришли сюда наслаждаться жизнью, и это круто, что это есть такая возможность, и я сам это практикую и советую. Вот. Всем. Нет, если кто-то хочет страдать, я не против. Как бы. Каждый выбирает сам, что, какую реальность проживать для себя. Вот. Но здесь мы говорили о базовых инстинктах как раз. Это инстинкт выживания и это инстинкт продолжения рода. И вот этот инстинкт, его важно видеть. То есть вот важно понять, что это определенный механизм, определенные кнопочки, которые у нас есть. И мы можем на этот инстинкт, как на механизм, точно так же либо вестись, либо не вестись. И вопрос, если мы постоянно, грубо говоря, ведемся на те механизмы, которые у нас приходят, да, то как будто бы мы не сами руководим своими жизнями, а как будто бы инстинкты нами эти руководят. И тут мы, получается, уже спускаемся с уровня сознания души на уровень человека, который вот бежит от своих страхов и бежит к своим желаниям, соответственно, и постоянно бежит, потому что вдруг не успеет, а вдруг смерть настигнет меня раньше. Поэтому надо спешить. Вот, это, опять же, к прошлому эфиру я отсылаю, если кто не смотрел. Нет, Слав, нет. Вот. Мне просто очень хорошо, потому что я вспомнил себя, и поэтому... Мне просто очень хорошо, на самом деле. Потому что... Ну ладно, пока такого ответа, я думаю, достаточно. Весна у нас на дворе. Соответственно, природа запускает определенные механизмы. Механизм выживания, понятно, он у нас работает. Покормить себя иногда, поспать. Обычно не забываем. Есть еще такой механизм, как продолжение рода. И, соответственно, он у многих включается. И мы, как сознание, мы выбираем, мы ведемся вот на эту программку, которая настроена как в биологических существ наше тело, или нет. И, конечно, ну, определенная, как это сказать, сила воли может присутствовать, может быть нужна, но на самом деле, если мы являемся хозяевами своих жизней, хозяевами своего творения, мы очень легко можем в этом на самом деле сказать: да мне и одному классно, мне одному хорошо, вообще шикарно, я могу себе позволить идти куда я хочу, да, там, делать то, что я хочу, может быть, если я заведу какие-то отношения, или я буду подстраиваться под партнера, например, или я с кем-то повзаимодействую, грубо говоря, а потом мне будет очень не хватать этого человека или еще кого-нибудь другого. То есть здесь надо понимать, что речь на самом деле о любви, но именно о любви к себе. Потому что если мы себя не любим, мы эту любовь ищем где-то вовне. И это нас, если мы как бы еще упрощать и как бы делать выжимку, это нас, грубо говоря, направляет на некоторые круги, которые мы начинаем кружить, потому что мы ищем эту любовь снаружи, мы ищем эту любовь повсюду, мы ищем эту любовь у наших родителей. Мы можем получать ее или нет там. Мы ищем эту любовь у партнера, потому что мы можем всегда найти партнера, потому что почему бы его не найти? Сейчас достаточно свободное время, и я не говорю, что это плохо, на самом деле это здорово, что сейчас очень много свободы, и что мы можем
не продолжать подавлять, как это делалось очень много веков, а учиться как бы взаимодействовать с тем, что у нас есть свобода, и с ней мы можем что-то сделать. Да, вопрос, куда мы применим, если у нас есть свобода, да? И, грубо говоря, если мы себя не любим, мы будем искать эту любовь у родителей, у партнеров, у детей, потому что с партнером-то ты взаимодействовал, а партнеры иногда свойственно им уходить, особенно когда достаточно уже много свободы в обществе присутствует, и брак — это не печать, которую не распечатать. Соответственно, можно же ребенка сделать, и он будет всегда с тобой, будет тебя всегда любить. Звучит, может быть, достаточно жестко или, ну, как есть. Просто если не говорить конкретно об этих вещах, то никогда мы не докопаемся до сути, да? А суть, на самом деле, в том, что мы банально себя не любим. Грубо говоря, то есть проблема может заключаться в том, что мы не испытываем любовь к себе. Мы такое прекрасное человеческое существо, которое смогло вырасти до определенного там чего-то, да, я даже сейчас говорю об условной любви, да, то есть за что-то себя любить, опять же, у нас очень вот это с детства, сад, школа, вот хорошо выучил предмет 5, плохо 2, то есть постоянно есть какие-то условия, и на самом деле вот это наши эмоции, наш эмоциональный механизм, мы тоже таким вот образом, либо одобряя какие-то действия других людей вокруг нас, либо наоборот не одобряя, мы пытаемся на самом деле через вот эту вот такую двуногую телегу эту любовь извне получить. И мы в некотором смысле мы получаем эту любовь из вот снаружи, да, там к маме там мы пришли, к родителю какому-то, к партнеру спрашиваем вот эти прекрасные вопросы, любишь ли ты меня, вот, или к ребенку, обнимая его и показывая как бы любовь ему, чтобы он тоже нам ответил, и нам стало бы теплее, да. То есть мы и там получаем в некотором объеме эту любовь, но так получается, что всегда можно же больше, поэтому можно сказать, что на каком-то уровне нам всегда недостаточно. Или достаточно на какое-то определенное время, а потом опять нет, то есть всегда же какие-то волны, да, там ребенок какой-то сказал, да, нам о том, какие мы классные, а потом не говорит какое-то время, и мы уже забыли, и нам еще хочется порцию этой самой любви. И если мы понимаем, что мы просто-напросто ищем эту любовь вовне, мы вот так вот, так вот оно как, да, и вот этот вот механизм даже продолжения рода, на самом деле, он этим очень хорошо пользуется, потому что мы больше ищем партнера, как там нам нужна любовь постоянно извне, да, то есть он конкретно сотрудничает с этой историей. Вот, если мы понимаем, что все, что мне нужно сделать, это на самом деле себя полюбить. И когда мы начинаем себя, любить, жизнь сразу становится такой прекрасной, потому что вдруг нам не нужно звонить маме или папе, потому что нам хочется от них что-то получить. Искать молодого человека или девушку для того, чтобы он нас постоянно любил, обнимал, обожал и так далее и тому подобное. То есть мы можем и позвонить родителям, узнать, там, как у них дела, да, или с кем-то повстречаться, или позаботиться о детях. Но когда у нас внутри вот эта нехватка любви, мы с кем бы мы ни взаимодействовали, мы всюду, как, грубо говоря, нищие, приходим за любовью. Отсыпешь немножечко. Дорогая мамуля, я понимаю, что тебе уже много лет, ты сама там настрадалась, ну, чуть-чуть есть. Прекрасный, любимый, любимая, можешь немножечко отсыпать, потому что я вижу в тебе много. Мой прекрасный ребенок, а ты вообще любишь меня на самом деле? То есть мы приходим, когда у нас внутри нету вот этого вот достоинства, когда мы себя не любим, когда у нас нет вот достаточности вот этой любви к себе, любое наше взаимодействие в некотором смысле, можно сказать, превращается в некоторое выпрашивание. Может быть, я несколько упрощаю, идеализирую, но это удобно для того, чтобы увидеть вещи такими, какими они являются. Может быть, чуть-чуть жестковато это звучит. Но при этом, если разворачивать эту ситуацию, когда мы, наконец, начинаем себя любить, и можно сказать, что в человеческом опыте полюбить себя, это, кажется, очень легко звучит. Но на самом деле можно сказать, что это одна из самых непростых вещей, как
которая может быть, потому что мы же были не только хорошими, но и плохими, и нужно принять себя и тем, кто как бы хороший, да, и тем, кто как бы плохой, да, и мы делали разные вещи, и в это воплощение, если заходить дальше, то и в предыдущих воплощениях, и у нас могло накопиться какое-то количество определенной вины перед другими людьми, что мы сделали что-то не так с человеком, будь это родитель, партнер, ребенок, кто угодно. И, грубо говоря, стыда за то, что вот мы вот такие, а кому-то это показалось неприемлемо, кому-то это показалось, что что-то не так. И вот эти вот слои, вот этот вот груз, он у нас как бы на сердце, грубо говоря, лежит и мешает нам себя любить. Поэтому что нужно для того, чтобы полюбить себя, это, во-первых, осознать, что каждый из нас является уникальным существом, который пришел сюда, в эту прекрасную историю, да? У каждого она своя, но в любом случае, на самом деле, это удивительно, что мы вот это вот все проживаем, и на самом деле какие мы классные, потому что как мы сюда заходили в эти тела, вот если говорить об этом воплощении конкретном, сколько здесь уровня вот этого давления, что постоянно от детей уже начинают требовать, чтобы он ходил постоянно в школу, учил какие-то очень сложные для ума вещи, дальше на работу, дальше. То есть неплохие требования к человеку прилагаются, да, и можно себе постоянно говорить о том, что, блин, ну вот, ты мог бы сделать то, посмотри, тот блогер или бизнесмен уже сделал что, а вот ты сидишь тут и так далее. То есть очень развито вот это вот ругание себя, но это на самом деле не любовь к себе, да. А при этом мы можем на самом деле взять и принять, и сказать, блин, какой ты классный, ты вообще такой красавчик, там, так классно живешь, так здорово, что ты вообще здесь есть, и несмотря на вот все вот эти сложности, которые сопутствуют пребыванию вот на этой планете в это время, потому что время действительно безумное достаточно, что там говорить, и мы все равно здесь. Мы все равно живем день ото дня, у каждого свои занятия. Кто-то ходит на работу, кто-то на учебу, кто-то ни туда, ни туда. Короче говоря, мы все равно справляемся. И мы можем себя похвалить, сказать, блин, какой я классный, какой я здоровский, я прям себя люблю. И как бы глупо это могло не звучать, мы можем действительно глубоко, если мы это чувствуем, у нас как будто бы просто пропадает зависимость от внешнего мира. То есть из белочек, которые готовы крутиться на каждом колесе, которые нам предлагают, чтобы дать корм, морковку или что-то там еще, любовь, из вот этого всего мы становимся такими спокойными, мы становимся такими самодостаточными, когда мы понимаем, что меня достаточно для меня. И мне больше-то на самом деле нет необходимости. Да, я могу с кем-то пообщаться, да, я могу с кем-то встретиться, будь то родственники или мой партнер, да, муж, жена. Да, я могу. Но когда вот у вас эта самодостаточность есть, это, блин, так круто. Это такой кайф. И это просто невероятно. У меня был вопрос, накуренный ли я, и вопрос этот как будто бы говорит о том, что я не накуренный, очень давно не употреблял никаких наркотиков. У вас становится столько много жизни, у вас становится столько много кайфа, когда вы просто начинаете себя любить. Потому что когда вы себя не любите, то вы начинаете бегать на колесиках. Белочки. И очень усердно трудиться, чтобы эту любовь заслужить. Но когда вы просто принимаете себя со всеми своими потрохами, я не говорю, что это очень легко. У каждого есть свои, как говорят, скелеты в шкафу. Как бы все люди, поэтому все проходили разные опыты. И вот это вот качество любви к себе, оно, когда вы его открываете, это что-то невероятное. Это что-то невероятное, потому что ну вот пришла одна у меня история, которой я мог бы поделиться из своей жизни. Я какое-то время, я достаточно
в музыке, в этом воплощении, можно сказать, поднаторел. То есть я закончил музыкальную школу на гитарке и так далее и тому подобное. И в какой-то момент я понимал, что я могу, ну, грубо говоря, идти в карьеру. И, в общем-то, альбом был готов, были музыканты, с кем можно было это сделать, или можно было легко их найти, набрать. То есть не было никаких проблем, но где-то в какой-то момент я для себя увидел и честно посмотрел просто на это. Вот хочу я, например, выступать на сцене, аплодисменты, овации получать, прекрасная эмоциональная кнопочка «плюс», какую песню классную спел. А на самом деле принесет тебе вот это счастье на самом деле, спросил я себя. И я представил, да, у нас есть прекрасная возможность представлять какие-то варианты развития событий. Иногда мы, конечно, в это слишком заигрываемся, и уже не сейчас, а постоянно где-то представляем или где-то в прошлом. Но, в принципе, эта способность воображать и представлять, она может нам очень конкретно служить. Именно тем, что мы можем закрыть глаза и почувствовать, а вот если у нас это будет, это желание, грубо говоря, будет исполнено, и вы можете это проделать абсолютно с любым желанием. Вот у вас есть, например, какое-то желание, которое вам кажется, ну, не поесть, не поспать, а что-то вот другое. И вот закройте, а вот выполнится это желание. Попробуйте представить, вот оно выполнено. Что у вас происходит? Вы действительно внутри глубоко счастливы? Или вы понимаете, что пройдет время, и у вас все как будто ничего не было, и не стоит за этим на самом деле бежать и нажимать на кнопочку «хочу» и встраиваться в белочье колесо очередное. Я в какой-то момент представил и понял, что нет, тогда я продолжу играть в эту игру. Если я пойду вот в этот опыт, выступлений, записи песен, концертов и так далее. Это прекрасный опыт, это восхитительный опыт. Я не говорю, что это плохой опыт на самом деле. И очень здорово, что есть много артистов, которых можно послушать, которые устраивают концерты, и действительно там и душа проявляется на этих концертах, это очень здорово. Вот. Так. И, соответственно, я почувствовал, что опять я буду играть в эту игру. Понимаете? И поэтому я в какой-то момент понял, что нет, я хочу сойти с этого белочьего колеса и действительно понять, а что такое любовь к себе? А что такое действительно вот понимание себя, познание себя? И это, конечно, грандиозно. И я могу сказать, что всем советую, хотя это иногда может быть немножко жестковато, потому что вот самые свои темные грани вы в какой-то момент должны будете принять. Потому что, а как? Если это часть вас, и вы ее пытаетесь запихнуть, она будет только продолжать лезть. И, можете с этим поиграться, может быть, кто-то с этим давно достаточно играется, но я могу просто поделиться опытом, пока ты пытаешься сделать вид, что чего-то нет, это не значит, что это исчезает. Да? То есть мой, так сказать, близкий мне именно вариант, да, и способ, это действительно очень глубоко увидеть и очень ясно увидеть вот некоторую часть и сказать, ага, вот это я хочу заслужить любовь у моих зрителей и тех, которые будут слушать музыку, которую я буду играть и хлопать мне. Окей, я тебя вижу. И это моя часть, которая вот хотела покататься, в том числе на этих эмоциональных горках. И действительно, когда вы открываете эту любовь к себе, она настолько безгранична, она тут настолько бесконечна, она настолько совершенна, что вы иногда можете совершенно не показывать ничего и просто ходить и внутренне очень сильно наслаждаться, но у вас будет очень спокойное лицо, практически безразличное, просто потому что у вас внутри очень много, у вас нет необходимости вот эти эмоциональные реакции через тело показывать. Потому что вы не хотите эту любовь заслужить, на самом деле, она у вас уже внутри есть. А иногда, когда вот вы, например, в общении, кому-то может сказать, ты что, вообще под кайфом, что ли, или что? То есть этого настолько много, у нас безграничный источник всего, только он скрыт внутри. А мы постоянно привыкли искать снаружи. Поэтому я просто провожу эти эфиры чисто для себя, чтобы кайфануть. Но в некотором смысле, если кто-то вдохновится вот тем, о чем я говорю, и действительно пойдет в глубину искать эту любовь к себе, и найдет ее, я уверен, вы не пожалеете. На правах рекламы, да? Вот, поэтому это очень глубоко, и это очень здорово. И при этом, когда я к этому шел, да, и когда кто-то к этому может идти, какие-то могут всплывать вот эти вот очень болезненные какие-то опыты из этой жизни или из прошлых жизней. Это на самом деле не так важно. Опять же, кто-то верит в прошлые жизни, кто-то не верит. Я на данный момент не собираюсь никого убеждать.
Зачем кого-то убеждать? Я просто помню какие-то из своих, вот, поэтому мне этого вполне достаточно, чтобы знать о своих прошлых воплощениях как души. Вот, и поэтому, опять же, нет как бы цели никого убеждать. Просто даже об этой жизни, если говорить, у нас много всякого было, за что мы себя можем не только похвалить, но и как бы поругать. Да? И вот это вот качество как безусловной любви. То есть ты классный просто потому, что ты есть. Не за то, что ты получил хорошую оценку, не за то, что ты родил определенное количество детей для своей страны, планеты или еще для кого-то, а просто потому, что ты, есть. И это настолько фундаментально, что это может вывести просто за пределы всех вот этих вот белочек колесиков, как я их назвал в этом эфире, и просто погрузиться в такой океан просто себя, что ты просто можешь сидеть, лежать, ходить, неважно. Тебе просто будет хорошо, просто потому что ты есть, потому что жизнь хороша на самом деле. Да, это удивительно. И при этом для того, чтобы прийти к этой точке, нужно увидеть что-то, что мешает, грубо говоря, к этому прийти. Добрый вечер. И это невероятно, но по пути могут быть определенные, так скажем, препятствия, наши страхи, наши чувство вины, стыда, которые мы испытывали, когда бы то ни было, могут приходить к нам и говорить: ты хочешь себя любить, посмотри на себя, какой-то ужасный, какой-то уродливый, любые термины. Но вы можете, опять же, вестись на это и говорить: ой, да, я правда плохой, что-то я себя любить тут вздумал, ой, да вы что. Или сказать, или ругать, сказать: да ты что, уйди, не мешай. Или просто сказать: я тебя вижу, и ты часть меня, которой просто не хватает любви. И я тебя тоже принимаю, и если хочешь, ты можешь как бы оставаться в своем, я продолжаю себя любить. И это настолько освобождающе, и это настолько невероятно, что как будто бы даже можно заканчивать, вот правда, сегодняшний эфир, потому что сказать что-то большее, чем любовь к себе и чем любовь. Потому что если мы понимаем, что разделения нет, да, с чего я периодически говорю, к чему я периодически возвращаюсь, то ты являешься всем, что есть, абсолютно. Потому что сознание неделимо в принципе. И таким образом можно сказать, что любовь к себе – это просто любовь. Это не любовь к отдельному существу, а это просто любовь ко всему существованию, которым ты являешься. И это настолько грандиозно, что никакие эмоции, вот эти мелкие реакции, которыми мы так очень хорошо научились манипулировать нашими близкими там, и кем-то еще, никакие реакции вот эти не сравнятся с этими реальными истинными чувствами нас как души, нас как сознания, нас как божественного существа, если хотите. И мне кажется, здесь больше вот мне не хочется. Я мог бы очень долго говорить, потому что о физическом теле можно сказать, огромные просто тома написать книг и фильмов сделать, серии. Что об эмоциональном уровне, сколько есть психологов и психологических ветвей, которые изучают в том числе эту сферу и во многом эту сферу. Всего все равно не скажешь. И главное, что, мне кажется, главное, я уже сказал то, что я хотел сказать. Это как раз на самом деле про любовь к себе, про которую не принято говорить, потому что, кто любит себя? Эгоист любит себя, эгоистам быть плохо. И столько ярлыков, столько у нас вот навешано каких-то, как бы это сказать, условий, по которым мы либо проходим, либо не проходим. Если мы не проходим, мы плохие, ужасные и точно недостойны любви. То есть мы так заигрались в эту игру, что мы забываем какие-то совершенно элементарные, простые, базовые вещи. И вы можете просто представить, если каждый человек на планете действительно ощущал вот эту любовь к себе, каким был бы мир. Вы можете это представить, это просто грандиозно, мне кажется, это даже за пределы всех представлений уходит, потому что настолько это отличается от того мира, который есть, и это неплохо и нехорошо, разные нюансы есть, но просто почувствуйте,
Если хотите, можете закрыть глаза и просто почувствовать, насколько вы прекрасны, насколько вы замечательны, насколько вы совершенны, как бы ваш ум не стремился говорить обратное, или какие-то части вашего ума, которые травмированы и которым не хватает любви. Потому что если один человек открывает эту любовь к себе и принятие себя, он, во-первых, погружается в какой-то совершенно невероятный покой внутренний. И невероятное спокойствие в нем рождается. И можно сказать, что он просто начинает светиться. Он просто начинает сиять, потому что у него так много внутри, что это все естественным образом излучается просто-напросто наружу. Чего говорить-то? Просто почувствуйте, просто загляните в себя и вспомните, какие вы классные на самом деле, какие вы совершенные, какие вы замечательные, какую игру вы изобрели, в которой даже можно запутаться, заблудиться, поплутать какое-то количество лет жизни или вставьте пропущенное слово. Но вы остаетесь тем, кем вы были с самого начала. Прекрасным существом, прекрасным сознанием, прекрасным божественным существом, если хотите. И вы совершенно с самого начала и до самого конца. Как бы вам ни говорил ваш ум в какие-то моменты, вы можете вестись на провокацию вашего ума, который говорит вам, что ты должен больше работать, зарабатывать и еще пунктов. Или просто сказать: дорогой ум, неважно, я просто себя люблю. Потому что где-то в глубине себя, в глубине своей души я знаю, что я божественен. И что я на самом деле никогда не делал ничего плохого. Потому что в некотором смысле всю ту реальность, которую мы проживаем, с точки зрения чистого сознания, можно сказать, является сном. Ну, хотя бы просто потому, что чистое сознание вечно, а тот же физический мир, вот он образовался, вот он исчез. Кто-то сказал, что прошло 13, 15 миллиардов лет. Кто-то может сказать, что это одно мгновение. Но сознание как было до этого физического мира, так и продолжает существовать. После него подобно тому, как душа продолжает существовать после того, как тело отработало и считается мертвым достаточное количество времени, потому что иногда возвращались из опытов прошлых жизней, наверное, тоже когда-нибудь расскажу, но сейчас просто хочется предложить вам почувствовать, насколько вы прекрасны, насколько вы грандиозны, насколько вы совершенны. Всегда были, всегда будете. Вне зависимости от того, что может сказать ум, кто-то из недоброжелателей. Все является вами, поэтому каждый недоброжелатель является на самом деле отражением какой-то части вас, которая все еще себя не принимает, все еще себя не любит. И вы на самом деле выбираете играть в эту игру, пытаться получить эту любовь где-то извне. Или сказать: нет, я набегался на белочьих колесах. Я понимаю, что все, что они мне приносят, это вот чуть-чуть удовольствия, и потом мне надо опять бежать на следующее. Маме позвонил, мама сказала, что любит, теперь надо подойти к молодому человеку или девушке и спросить, она любит. И я спрашиваю: а ты любишь? Но не кого-то там, природа здорово, классно. Весь мир, себя. Любишь ли ты себя? Потому что если ты не любишь себя, как ты можешь, любить кого-то другого по-настоящему? Не вот выпрашивать вот эти реакции, чтобы мне тоже дали, поэтому я тоже тебе скажу, отсыплю немножечко, чтобы ты мне тоже дал. А именно по-настоящему любить кого-то. Разве возможно, если мы сами себя
не готовы любить. Мне кажется, что настоящая любовь невозможна в таком случае. Поэтому база, абсолютная основа, которая выводит нас за пределы вот этих вот кругов, это как раз любовь к себе. Как уже я говорил в прошлый раз, в какой-то момент вы можете почувствовать и осознать, что вы не являетесь вашим физическим телом. Возможно, в процессе наблюдения за вашими эмоциями, если вы разрешите себе такой опыт, предстоящую неделю или год, или месяцы, возможно, в какой-то момент вы почувствуете, что вы на самом деле не вот эти вот эмоции, а эмоции — это просто очень живой в каком-то смысле, но при этом запрограммированный механизм, который встроен в нас как человеческих существ для того, чтобы, можно сказать, получать любовь. Просто-напросто получать любовь. Но получать любовь извне, и та, которая условлена, если мы ведем себя хорошо, мы эту любовь получаем. Если нет, то нет. Но также есть и безусловная любовь. И она за пределами всех условий, представлений ума и ограничений. И это доступно каждому из нас, если мы это выбираем. Вопрос, открываемся мы ли мы этому, позволяем ли мы себе любить себя, или мы продолжаем себя осуждать, продолжаем себя ругать, продолжим ненавидеть за какие-то вещи. Если вам нравится играть в эти игры, пожалуйста. Просто есть гораздо более простой, приятный, радостный способ взаимодействия с самим собой. И мне, например, ближе он. Вы прекрасны. Я говорю себе, я прекрасен. Но поскольку я знаю, что разделения не существует, и что я на самом деле смотрю глазами каждого из вас сейчас на телефон, когда я говорю «я прекрасен», можно сказать, что я говорю в этот же момент «вы прекрасны». Если хотите, воспримите это. Если не хотите, нет. В любом случае, только внутри вас тот самый источник, который постоянно может вам давать эту любовь, если вы позволяете это делать, если вы не перекрываете его какими-то негативными мыслями, эмоциями или чем-то еще, даже чувствами. Потихонечку подходит к завершению наш второй уже эфир серии. Это через неделю, если быть точным, в среду, через 8 дней. Я буду говорить о нашем прекрасном, удивительном и невероятном, коварном уме. В таком слое человеческого существования, слой сознания, как уровень мыслей. Можно сказать, что это будет завершающий слой вот этой человеческой триады, которая состоит из физического тела, эмоционального и ментального. Сейчас мне хочется просто сказать, все здорово и все удивительно классно. И я прекрасен, и каждый из вас прекрасен, я знаю это. Потому что я знаю себя. А вы свободны считать, чувствовать и думать то, что вы пожелаете, потому что каждый из вас свободен и суверенен. Ну что же, благодарю каждого, кто смотрел, кто заходил на огонек, кто был здесь. И просто хочется пожелать хорошей недели, хорошей жизни,
если вы не вернетесь. Спасибо. И до скорых встреч, если вы это выбираете.